Вчера случилась самая лучшая новость для Грузии за последние 10 лет. Сейчас расскажу, но сначала скажу, где искать подтверждение этой информации. Я очень не люблю новостной контент, но тут настолько глобальное событие, что я опять не удержался. Поскольку Грузия постоянно становится объектом вранья и манипуляций со стороны десятков разных средств массовой информации, достоверную информацию, происходящую здесь, я рекомендую брать только из официальных источников, а именно с сайта правительства Грузии, официальных сайтов мэрии или с официальных сайтов служб и министерств. Там, конечно, не все так красиво и сказочно, как в телеграм-каналах, зато информация подается в виде фактов и лишена домыслов и слухов. Итак, что же случилось? Правительство Грузии подписало договор с дочерним подразделением компании корпорации EMAR, которая называется Eagle Hills, на сумму 5,7 миллиардов долларов. Журналисты уже разогнали сумму до 6 миллиардов, но официальные источники сообщают, что речь о 5,7 миллиардов. Для тех, кто не знает, EMAR – это крупнейший государственный застройщик в Арабских Эмиратах, а Eagle Hills – это его дочернее подразделение. Им принадлежат такие объекты, как Бурдж-Халифа, Дубай Даунтаун и многие другие. Они, кстати, тоже на своем сайте и во всех соцсетях подтвердили и факт, и цифру. Меморандум предполагает прямое инвестирование в два проекта на территории Грузии. Первый – это яхтенная марина в Гонио с жилыми комплексами, инфраструктурными объектами, и по факту там появится целый новый район между Батуми и Гонио на участке 260 гектаров. Так что теперь в Батуми два огромных мегапроекта с разных краев. Первый – это искусственные насыпные острова с одной стороны, а второй – это яхтенная марина на площади 260 гектаров. Вторая часть договора касается Тбилиси, а именно района Карцаниси. Там будет реализован аналогичный строительный проект элитного района с инфраструктурой, но уже на площади в 590 гектаров. Давайте разберемся, что такое 5,7 миллиарда долларов прямых инвестиций для Грузии. Надо с чем-то сравнить. Грузия – это маленькая страна, настолько маленькая, что объем ВВП Грузии на 2025 год около 35 миллиардов долларов всего. То есть это все товары и услуги, которые произведет страна. С этого ВВП планируется получить в бюджет около 9 миллиардов долларов налогов. 5,7 миллиарда, резко вложенные в страну в сфере стройки, дают примерно 200% доходности на отрезке 5-6 лет. Следовательно, только на первом круге налогов с этих денег будет уплачено около 1-2 миллиардов долларов. Это если просто даже не считать сопутствующих инвестиций. Но вернемся к самому документу. С грузинской стороны его подписал первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили и председатель правительства Автономной Республики Аджария Торни Кережвадзе. А со стороны арабской компании основатель и управляющий директор Мухаммед Али Рашед Алабар. Какие с этого плюшки конкретно для Батуми? Самое главное, и свалка, и мусороперерабатывающий завод с окраины Батуми резко переносится за Кабулете целиком, что решает серьезную экологическую проблему для города. Это основное требование инвестора. Оно и логично, никто не захотел бы строить рядом со свалкой. Также по непроверенной пока информации речь может идти и о переносе аэропорта, что максимально дает городу возможность расширяться в сторону Гонио и Квариати. Получается, Батуми со стороны Чаквы обрастает искусственными островами по аналогии с Дубаем, а с другой стороны пустые земли, на которых в советское время размещались советские полигоны, становятся элитным пригородом. Вырастет ли цена на недвижимость в Батуми? Давайте валово грязно прикинем, что в Батуми сейчас в среднем 50 тысяч инвестиционных квартир со средней ценой 50 тысяч долларов. То есть весь объем рынка Батуми на сегодняшний день примерно 2,5 миллиарда долларов. И тут рынок получает инвестиции еще на такую же сумму, как минимум. Опять же, для сравнения, в 2022 году Грузия получила буст в виде 2 миллиардов долларов прямых инвестиций из России. Причем большая часть этих денег прошла через страну транзитом, так как многие просто ехали не в Грузию даже, а через Грузию. И это было одно из удобнейших мест для вывода денег. Так вот, это была сумма втрое меньше, чем сумма одного этого договора о прямых инвестициях, который вчера Грузия подписала с арабской компанией. Получается, помимо всего прочего, в регионе появляется еще один достаточно серьезный ключевой игрок – это Арабские Эмираты. И это помимо финансового роста дает определенные гарантии безопасности Грузии на международном уровне. Фактически, если Грузии удастся стать локальной Швейцарией, где крупные международные холдинги будут хранить свои капиталы, то она очень быстро нагонит и обгонит по уровню экономики всех своих соседей. Более того, даже с текущего подписанного договора, то есть вот с текущего проекта, можно увеличить уровень социального обеспечения в стране почти вдвое, а при желании даже начать кормить еще пару соседних регионов. На это будут появляться реальные средства. В общем-то, эта новость и размер проекта обгоняет даже строительство глубоководного порта в Анаклии и проект сухого порта в Тбилиси. А Грузия вместе с соседним Азербайджаном становится довольно быстро транспортным коридором между Европой и Азией. Ну а их красивейшие места, я надеюсь, будут по достоинству оценены десятками миллионов туристов со всей планеты. Вот такая вот прекрасная новость. Большое спасибо за внимание. Встретимся на море.